Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку крючком двухслойным интересным узором. Узор подобный у меня на канале был, но я его переделала в двухслойный. И сегодня вам показываю зимний вариант. Вязала крючком 4 мм, пряжа в 100 граммах, 100 метров. Узор требует много пряжи. На обхват 50 сантиметров мне едва хватило 100-граммового мотка. Так что будете вязать, учтите этот факт. Но результат того стоит. Я уже набрала цепочку из 17 воздушных петель. Сейчас наберу еще 3 воздушные петли подъема. Таким образом, всего у нас цепочка 20 петель начальная. И теперь делаю накид на крючок и в 4-ю петлю от крючка провязываю столбик с накидом. И сейчас мы будем вязать установочный ряд. В этом ряду в каждую петлю цепочки мы провязываем столбик с накидом. Всего в этом ряду у нас получится 18 столбиков с накидом. И так вяжем до конца. В каждую петлю цепочки столбик с накидом. Провязали ряд. Всего у нас, напомню, 18 столбиков с накидом. И на этих 18 столбиках мы будем распределять узор. Сейчас вяжу изнаночную сторону узора. Узор у нас будет иметь изнаночную сторону и лицевую. Изнаночная сторона вяжется у нас одинаково всегда, а лицевая сторона будет меняться. 3 воздушные петли подъема, пропускаю петлю и теперь вяжу пышный столбик. Вытягиваю 3 петли, провязываю накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Воздушная петля. В это же основание еще пышный столбик. Вытягиваю 3 петли, 2, 3. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Накид на крючок, пропускаю петлю, в следующую вяжу столбик с накидом. И теперь провяжу еще последовательно 11 столбиков с накидом. Всего получится 12 столбиков с накидом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, и последний 12 столбик. На этих 12 столбиках мы будем распределять узор. 12 столбиков с накидом. А по бокам косички, они у нас будут провязываться неизменно в изнаночных рядах. Пропускаем петлю и следующую провяжу пышный столбик. Вытягиваю 3 петли. 3. Провяжу накиды вместе и 2 петли вместе. Воздушная петля. Накид на крючок, в это же основание пышный столбик, вытягиваю 3 петли. 1, 2 и 3. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Закончу ряд столбиком с накидом. Вот у нас готов изнаночный ряд.
Теперь будем вязать лицевой ряд. Здесь немного по-другому. Здесь у нас одна воздушная петля подъема. Столбик без накида в пышный столбик предыдущего ряда. Столбик без накида в арку из одной воздушной петли предыдущего ряда. Столбик в пышный столбик предыдущего ряда. И столбик в столбик без накида предыдущего ряда. Провязали. Теперь провяжу цепочку из 10 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали. Теперь столбик без накида в последний столбик из 12 предыдущего ряда. Провязали. Теперь столбик без накида в пышный столбик. Столбик без накида в арку из одной воздушной петли предыдущего ряда. Столбик в пышный столбик. И заканчиваю ряд столбиком без накида под столбик с накидом предыдущего ряда. Здесь у нас, по-моему, петли подъема были. Вот у нас лицевой ряд. Теперь 3 воздушные петли подъема и будем вязать изнаночный ряд. Напомню, все изнаночные ряды у нас будут вязаться одинаково. Накид на крючок, буду вязать пышный столбик, буду вытягивать 3 петли. 1, 2, 3. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе. Воздушная петля, накид на крючок, в это же основание пышный столбик, вытягиваю 3 петли. 1, 2, 3. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Теперь цепочку мы оставляем за работой. Это лицевая сторона. Мы вяжем фон. Буду вязать 12 столбиков с накидом последовательно. В каждый столбик с накидом с самого первого изнаночного ряда. Второй столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Цепочку не затрагиваем, которые на лицевой стороне. Провязали 12 столбиков с накидом. Теперь накид на крючок. Вывязываю пышный столбик, вытягиваю 3 петли. 1, 2, 3. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Воздушная петля, накид на крючок, и в это же основание пышный столбик, вытягиваю 3 петли. 1, 2, 3. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе. Закончу ряд столбиком с накидом. Это был изнаночный ряд. Каждый изнаночный ряд этого узора мы вяжем одинаково. Теперь лицевой ряд. Воздушная петля подъема, поворачиваем вязание и будем вязать второй ряд лицевой стороны.
столбик без накида в пышный столбик, столбик без накида в арку из одной воздушной петли предыдущего ряда, столбик в пышный столбик, столбик в первый столбик из 12 предыдущего ряда. Сейчас нам надо связать цепочку из 11 воздушных петель. Прошлая цепочка у нас была из 10, а это будет из 11 воздушных петель. Провязали 11 воздушных петель. Теперь прикрепляемся к последнему столбику с накидом из 12 предыдущего ряда. Столбиком без накида. Прикрепились. Столбик без накида в пышный столбик. Столбик без накида в арку из одной воздушной петли. Столбик без накида в пышный столбик. И столбик без накида под петли подъема предыдущего ряда. Провязали лицевой ряд. Вот так у нас должно получиться. Теперь изнаночный ряд. Изнаночные ряды все вяжем одинаково. 3 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание. Накид на крючок и вяжу пышный столбик. Вытягиваю 3 петли. Провяжу накида вместе и 2 петли на крючке вместе. Воздушная петля. Накид на крючок. В это же основание вяжу пышный столбик. Вытягиваю 3 петли. 1, 2, 3. Провяжу накида вместе. 2 петли на крючке вместе. Провязали. Цепочку оставляем на лицевой стороне и вяжем 12 столбиков с накидом. Это будет изнаночная сторона узора. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали 12 столбиков с накидом. Накид на крючок и вяжу пышный столбик в арку. Вытягиваю 3 петли. 2, 3. Провяжу накиды вместе. 2 петли на крючке вместе. Воздушная петля, накид на крючок, и в это же основание пышный столбик из 3 вытянутых петель. 2, 3. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе и закончу ряд столбиком с накидом. Мы провязали еще один ряд изнаночной стороны. Все изнаночные ряды у нас вяжутся одинаково. Вот лицевая сторона. Воздушная петля подъема, в пышный столбик, столбик без накида, под арку столбик без накида, в пышный столбик, столбик без накида и столбик без накида в
первый столбик из 12 столбиков предыдущего ряда. Сейчас свяжу цепочку из 12 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Связали цепочку из 12 воздушных петель. И столбиком без накида прикрепляемся к 12 столбику предыдущего ряда, тот, который из 12. Столбик без накида в пышный столбик, столбик без накида в арку, столбик без накида в пышный столбик и столбик без накида под петли подъема предыдущего ряда. Провязали еще один ряд лицевой стороны. Теперь изнаночная сторона. Так же, как и все остальные ряды на изнаночной стороне. Мы их вяжем одинаково. 3 воздушные петли подъема, накид на крючок, в арку провяжу пышный столбик, вытягиваю 3 петли. 3, провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе, воздушная петля, накид на крючок, в это же основание пышный столбик, вытягиваю 3 петли, 2, 3, провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Цепочку оставляю на лицевой стороне, вяжем только столбики с накидом. Всего у нас будет 12 столбиков с накидом. Вяжем столбик с накидом в каждый столбик с накидом предыдущего ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбик. Провязали. Всего 12 столбиков с накидом. Накид на крючок и в арку провяжу пышный столбик, вытягиваю 3 петли. 2, 3. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе, воздушная петля, накид на крючок и в это же основание пышный столбик из 3 вытянутых петель. 2, 3. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе, закончу ряд столбиком с накидом. Готов еще один изнаночный ряд. Воздушная петля подъема, поворачиваем вязание. Так, вяжем последний ряд лицевой стороны раппорта. Воздушная петля подъема, столбик без накида в пышный столбик, столбик без накида в арку, столбик без накида в пышный столбик, столбик без накида в первый столбик из 12 столбиков предыдущего ряда. Теперь цепочка из 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Сейчас будем собирать вот эти цепочки в одну. Ищем серединку, отсчитываем 6 столбиков и собираем цепочки. Провяжем столбик без накида.
вкалываю крючок. Так, поднимаю петельку. Пропускаю крючок под цепочками. Захватываю рабочую нить. Вытягиваем петлю и провяжу столбик без накида. Собираем цепочки вместе. Потом у нас все будет гораздо проще, потому что мы будем прикрепляться к ромбику. Вот у нас получилось. Вот так мы собрали цепочки. И теперь будем вывязывать ромбик. Ромбик будем вязать тунисским вязанием. Будем вязать 5 рядов. Квадратик этот будет состоять из 8 петель. Вытягиваем. Одна у нас петля уже есть. Вытягиваем остальные. Итак, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8 петля. 8 петель на крючке. Будем закрывать сначала одну, потом по 2 петли. Один ряд готов. Таких рядов нам надо будет связать 5. Вяжем второй ряд. Поднимаем опять 8 петель. Третья петля. 2 петли уже есть. Тут пришлось распускать. Пропустила. 4, 5, 6, 7, 8. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Напомню, таких рядов нам надо связать 5. Вяжем сейчас третий ряд. Поднимаем 8 петель. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, 8. 8 петель на крючке. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Связано 3 ряда. Вяжем 4. Поднимаем 8 петель. На крючке 8 петель. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Провязали. Вяжем еще один ряд. Поднимаем 8 петель. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли.
Последние 2 петли провязали, считаем. Так, у нас получился ромбик, состоящий из 5 рядов. 2, 3, 4, 5. Все правильно. Теперь поворачиваем вязание и прикрепляем ромбик к последнему из 12 столбиков с накидом. Провяжем столбик без накида. Столбик без накида, столбик без накида в пышный столбик, столбик без накида в арку, столбик без накида в пышный столбик и закончим ряд столбиком без накида под петли подъема предыдущего ряда. Вот у нас уже получается такой узор. И теперь будем повторять все с первого ряда. Сейчас провяжем изнаночный ряд, а потом снова будем вывязывать цепочки и ромбики. 3 воздушные петли подъема, накид на крючок, пышный столбик из 3 вытянутых петель. 2, 3. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе. Воздушная петля, накид на крючок, в это же основание пышный столбик из 3 вытянутых петель. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе. Все изнаночные ряды у нас вяжутся одинаково. Ромбик пока не трогаем. Он нам пригодится, мы будем собирать на него цепочки. А будем вязать 12 столбиков с накидом последовательно. Все изнаночные ряды у нас вяжутся одинаково. И последний 12 столбик с накидом провязали 12 столбиков, ромбик пока не трогаем. Теперь накид на крючок и будем вязать пышный столбик, будем вытягивать 3 петли. 2, 3. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе. Воздушная петля, в это же основание вытягиваю 3 петли, вяжу пышный столбик. 2, 3. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе и закончу ряд столбиком с накидом. Ряд изнаночной стороны готов. Теперь воздушная петля подъема и все повторяем с первого ряда, с лицевого. То есть сначала вяжем цепочку 10 воздушных петель, потом 11 воздушных петель и 12. Потом собираем их и вяжем ромбик. Покажу один ряд, чтобы вы вспомнили. Столбик без накида в пышный столбик, столбик без накида в арку, столбик без накида в пышный столбик, столбик без накида в первый столбик из 12 предыдущего ряда
10 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали 10 петель. И теперь провязываем в последний столбик из 12 столбик без накида. Ромб пока не трогаем. Прикрепляемся к последнему столбику с накидом из 12. Вяжем столбик без накида. Провязали. Столбик без накида в пышный столбик. Столбик без накида в арку. Столбик без накида в пышный столбик. И заканчиваем ряд столбиком без накида. Закончили. И вяжем еще остальные цепочки. 11 воздушных петель и 12. Провяжите их самостоятельно, а я покажу, как будем собирать. Вот уже провязала 3 цепочки. Теперь будем собирать. Прикрепляться будем к углу ромбика. Итак, воздушная петля подъема, столбик без накида в пышный столбик, столбик без накида в арку, столбик без накида в пышный столбик, столбик без накида в первый столбик из 12 предыдущего ряда. И теперь будем вязать цепочку из 7 воздушных петель. Провязали цепочку из 7 воздушных петель. Теперь собираем цепочки. Прикрепляемся к углу ромбика. Ввожу крючок в угол ромбика. Собираю цепочки. Крючок под ними провожу и захватываю рабочую нить. Протаскиваем нить. И вяжу столбик без накида. Провязали. Вот у нас цепочки собрались. Теперь будем вывязывать ромбик. Будем поднимать петли, как в тунисском вязании. Будем поднимать 8 петель. Одна уже есть на крючке. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. И 8 петля. На крючке 8 петель. Закрывать будем сначала одну, потом по 2 петли. Один ряд провязали. Таких рядов мы будем вязать 5. Вяжем второй ряд. Поднимаем 8 петель. На крючке 8 петель. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Провязали 2 ряда, вяжем 3-й ряд. Поднимаем 8 петель. 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
8 петель на крючке, закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Провязан 3-й ряд, вяжем аналогично 4-й и 5-й ряд. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Напомню, ромбик у нас состоит из 8 петель и в высоту 5 рядов. Теперь прикрепляемся к последнему из 12 столбиков предыдущего ряда столбиком без накида. Провязали столбик без накида в пышный столбик, столбик без накида в арку, столбик без накида в пышный столбик и заканчиваем ряд столбиком без накида. Изнаночный ряд вяжем одинаково, то есть повторяем все ряды. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!